свет в студии приглушили. Воздух был тяжелым от предвкушения. Камеры работали, персонал тихо перешептывался, и фанаты, наблюдавшие в прямом эфире, чувствовали, что должно произойти что-то необыкновенное. Чонгук, золотой макне BTS, сидел перед объективом, его глаза были мягче, чем обычно, голос тише, слегка дрожащий поначалу. Это казалось обычным интервью. Он улыбался, немного шутил, поправлял микрофон, но затем его тон изменился. В его глазах было что-то, что говорило аудитории, это не просто очередное выступление. «Есть кое-что, что я давно хотел сказать», — мягко начал он. Последовавшая тишина была оглушительной. Миллионы армий, смотревшие онлайн, прильнули к своим экранам. Имя Тэхёна еще даже не было упомянуто, но каким-то образом все знали, к чему это идет. Годами фанаты строили догадки о глубокой связи между Чонгуком и Тэхёном. От их тихих взглядов до невысказанных моментов, пойманных камерой, связь между ними выходила за рамки дружбы. Они были не просто товарищами по группе, они были родственными душами в самом истинном смысле этого слова. И теперь, в этот день, Чонгук наконец-то был готов сказать все это на камеру. Слава, какой бы прекрасной она ни казалась, может быть тяжким бременем. За каждой улыбкой на сцене скрывается тысячи невысказанных эмоций. Чонгук носил их годами. Любовь, благодарность, вина, страх. Тэхён всегда был его якорем. С первых дней стажировки до мировых сцен Грэмми Тэхён был рядом, подбадривая его, когда он спотыкался, смеясь вместе с ним, когда что-то шло не так, и стоял рядом, когда мир казался слишком громким. Но фанаты заметили, что за последний год что-то изменилось. Стало меньше взаимодействий на камеру, меньше моментов, запечатленных вместе. Начали распространяться слухи. Что-то случилось между ними. Они избегают друг друга. Никто не знал правды до этого момента. Вот почему это признание имело значение. Когда Чонгук наконец начал говорить, его голос дрогнул. «Тэхён, он для меня больше, чем друг», — сказал он. «Он причина, по которой я все еще стою здесь». Эти слова прозвучали иначе. Это был незаготовленный ответ. Это не было пиар-моментом. Это было сырое, уязвимое и реальное. Ведущий хранил молчание, давая ему возможность продолжить. Чонгук глубоко вздохнул, его глаза блестели. «Мы прошли через все вместе. Я даже не могу объяснить, что он для меня значит, но я надеюсь, он знает». Признание повергло фандом в хаос. Твиттер взорвался. ТикТок был затоплен эдитами, и признание Чонгука стало мировым трендом за считанные минуты. Но за вирусным шумом стояла история, которая была глубже, чем кто-либо мог себе представить. Дружба Чонгука и Тэхёна всегда была сердцем братства BTS. Они встретились подростками, неловкими и неуверенными, но быстро стали неразлучными. Они делились поздними ужинами, тренировались до рассвета и шептались о своих мечтах под одной крышей. Во времена эры Винкс фанаты помнят, как Чонгук тихо наблюдал за Тэхёном издалека, улыбаясь, когда Тэхён смеялся с другими. Во время съемок Run BTS их игривая энергия была электрической, естественной, чем-то неподдельным. Но слава меняет все. По мере того, как графики становились более насыщенными и свет софитов более резким, даже самые близкие дружеские отношения подвергались испытанию. И через все это Чонгук хранил молчание, пока не наступил тот день, когда он сказал это на камеру. Можно было почувствовать, как выплескиваются года эмоций. Речь шла не о романтике или фанатских теориях, речь шла о правде. «Он тот человек, который напоминает мне, кто я на самом деле», — сказал Чонгук, и на глаза навернулись слезы. «Когда все становится громким, голос Тэхёна приносит мне покой». Это было не просто признание, это была благодарность, любовь и исцеление, объединенное в одно. Пока признание Чонгука транслировалось в прямом эфире, Тэхён был в другой студии, занимаясь своим расписанием. Сотрудники шептались, телефоны жужжали, и кто-то наконец показал ему этот клип. Видео длилось всего несколько минут, но Тэхён замер. Его глаза смягчились, когда слова Чонгука эхом разнеслись по комнате. Сначала он ничего не сказал, просто тишина. Затем он улыбнулся, тихую эмоциональную улыбку, которая говорила больше, чем любые слова. Позже той ночью Тэхён публиковал фотографию в Instagram, без подписи. Просто черно-белое изображение неба с простым эмоджи.
Фанаты сразу поняли намек. Луна, их общий символ с ранних дней, это был его способ сказать «Я тебя услышал». В течение нескольких часов новостные агентства подхватили эту историю. Заголовки наводнили социальные сети. Чонгук открывается о Тэхёне. Эмоциональное признание шокировало фанатов. Честные слова участника BTS довели ARMY до слез. Тэхён отвечает самым тонким, но мощным способом. ARMY по всему миру не могли перестать плакать, пересматривая клип снова и снова. Это было не просто признание, это был редкий взгляд в сердце человека, который годами скрывался за тщательно созданным образом. Люди хвалили Чонгука за смелость быть таким открытым, другие восхищались мягким ответом Тэхёна. Вместе их история напомнила всем, почему послание BTS о любви и подлинности находит такой глубокий отклик. На следующее утро мир все еще гудел, новостные ведущие упоминали признание Чонгука по телевизору, и социальные сети не могли перестать проигрывать этот клип. Но внутри круга BTS было на удивление тихо. Чонгук в тот день держался подальше от внимания. Он не выходил в сеть, он ничего не публиковал. Он просто оставался в своей студии, окруженный своими инструментами, погруженный в мысли. Те, кто его видели, говорили, что он казался умиротворенным, как будто, наконец, отпустил что-то, что носил в себе слишком долго. Годами его эмоции были погребены под слоями профессионализма, славы и давления. Но теперь он высказался, мир услышал. Тем временем Тэхён публично хранил молчание. Но фанаты заметили кое-что тонкое во время прямой трансляции 2 дня спустя. Фанатка прокомментировала: «Ты видел интервью Чонгука?» Тэхён улыбнулся той медленной, мягкой улыбкой, которая всегда несла 1000 невысказанных слов, и тихо сказал: «Видел, я горжусь им». Всего 5 слов, но эти 5 слов исцелили миллионы. Это не было драматично, это не было запланировано, это было искренне. Связь между ними не требовала громких объяснений. Она была тихой, мощной и реальной. Спустя несколько дней источник, близкий к группе, сообщил, что признание Чонгука не было прописано по сценарию. Интервью должно было сосредоточиться на его сольном музыкальном пути и творческом росте. Но когда зашла речь о вдохновении, что-то внутри него изменилось. Журналист спросил: «Кто вдохновлял вас больше всего за все эти годы?» Тут Чонгук сделал паузу, камеры продолжали работать, но ему было все равно. Он вспомнил ночи в общежитиях стажеров, смех, который помогал им пережить истощение, Тэхёна, который тихонько проверял его после долгих репетиций. Вот когда он все сказал. Это не был рекламным трюком, это был момент истины. Тот, который нельзя сфабриковать. Тот, который напоминает миру, что даже суперзвезды – люди. После съемок сотрудники студии сказали, Чонгук несколько минут молчал, просто глубоко дышал. Один из них протянул ему воду, он мягко улыбнулся и сказал: «Я давно хотел это сказать». ARMY известны своей страстью, но этот момент объединил их как никогда раньше. По всему миру фанаты начали писать письма, создавать арты и публиковать сообщения, прославляющие честность Чонгука. Хэштеги, такие как «We love you, Чонгук» и «Taekook forever», были в трендах несколько дней. Некоторые фанаты делились тем, как слова Чонгука дали им смелость открыться о своих собственных чувствах, о дружбе, любви и уязвимости. Другие просто плакали, говоря, что ждали годы, чтобы услышать нечто настолько искреннее. Один фанат написал: «Он признался не только в отношении Тэхёна, он признался в том, что он человек, в том, что нуждается в ком-то, в любви, которую не нужно объяснять». Фандом понял, что речь шла не о слухах или фанатских теориях, речь шла о правде, верности и глубокой, непоколебимой связи, которая удерживает BTS вместе. И, возможно, именно поэтому это нашло такой глубокий отклик. Чонгук говорил не только за себя, он говорил за всех, кто когда-либо любил кого-то молча. Спустя неделю BTS посетили закрытое частное мероприятие. Прямых трансляций не было, но в сети появились несколько коротких клипов. В какой-то момент Тэхён и Чонгук сидели рядом. Это не было драматично, они не выступали и не устраивали сцены, просто сидели, тихо разговаривали, смеялись, как и раньше. Чонгук наклонился ближе, что-то тихо сказал, и Тэхён протянул руку, похлопав его по плечу. Этот маленький искренний жест снова заставил фандом плакать. После всего напряжения, домыслов и эмоций они просто были вместе, и все было в порядке.
Этот момент напомнил всем, почему их дружба пережила все: славу, дистанцию, ожидания и даже молчание. Потому что некоторые связи не нужно чинить, они просто существуют. Прошли недели, буря утихла, мир пошел дальше, но влияние этого признания никогда не ослабевало. В более позднем интервью Чонгука еще раз спросили об этом. Он застенчиво улыбнулся и сказал: «Иногда нужно просто сказать то, что у тебя на сердце. Жизнь слишком коротка, чтобы скрывать любовь». Интервьюер спросил: «Ответил ли Тэхён ему лично?» Чонгук усмехнулся. Ему не нужно ничего говорить. Он это уже знает. Вот тогда фанаты поняли истинное послание, стоящее за всем этим. «Он все сказал» означало не только, что Чонгук раскрыл секрет. Это означало, что он, наконец, позволил своей правде дышать. Он показал миру, что честность, особенно эмоциональная честность, это не слабость, это сила. А тихое одобрение Тэхёна и его тихая улыбка были доказательством их нерушимой связи. Той, которая не нуждается в постоянном подтверждении, потому что она уже вписана в каждый общий взгляд, в каждую шутку для своих, в каждый момент, который они прожили вместе. Их история была не о признании или драме, она была о связи, о том, как иногда слова нужны не для того, чтобы шокировать, а для того, чтобы исцелять. Через несколько месяцев Чонгук выпустил новую песню. Она была мягкой, эмоциональной и искренней. Фанаты сразу уловили тонкие отсылки. В тексте говорилось о друге, который чувствует себя домом, и о голосе, который утешает бурю.